Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня у нас будет интересное бритье с интересным станком от компании Razorrak, который появился на канале благодаря Андрею Карасеву, за что ему огромнейшее спасибо. Плюс на реабилитацию выйдет представитель American Crew влажный крем для бритья, который не совсем дал понятие, что он из себя представляет и что это такие, потому что брил с опаской, долго тут вот это вот все проводил, крем успел высыхать, и что это такое вообще было непонятно. Сегодня же с тэшкой совсем другое дело. Ну и легенький, простенький Aftershave гель. Более подробно рассмотрите все на крупном плане. Я начинаю, а вы догоняйте. Станок обзора называется Razorrak Quick Change Double H Safety Razor. Появился он на канале благодаря Андрею Карасеву, за что ему огромнейшее спасибо. Андрюха мне его прислал со словами: держи, мне мягкий. Ну, так я подозреваю почему. Потому что все-таки, как ни крути, эта бабочка, не все бабочки мягкие. Есть, которые еще и пожестче. Они у нас с вами были на канале. Насколько этот товарищ мягкий, это мы узнаем из обзора. Представляет из себя средний вес, 72 грамма. Диаметр ручки, по максимальный диаметр, потому что здесь, смотрите, какая рифленка, 13 миллиметров. Длина ручки 85 миллиметров. Верхняя голова, вот. И это у нас на самом деле бабочка. Крутим крутилку вот здесь вот. Лопасти у нас раскрываются. И что мы видим? Качество исполнения, ну, нормальное, что. Ребята, ну, вот сколько он стоит, вот так вот за эти деньги отличное качество исполнения, я вам скажу. Да, несомненно, это сплав, да, несомненно, что это недорогой станок, потому что тот же самый Razorrak, например, продает его всего лишь за $8, то есть 7,99, сейчас у них со скидкой идет. Ну, сами посудите, из нержавейки этот станок быть не может, но, тем не менее, за эти деньги качество, ну, более чем. Тут ручка скользить, я не знаю, ну, вряд ли она будет. Потому что вот эти все насечки, хоть они и хромированные, но тем не менее фактурность есть такая определенная, что кожей-то, конечно, вы это придавливаете. Крутилка работает без всяких экивоков. То есть, да, что-то там поскрипывает, да, что-то похлюпывает, но тем не менее шторки раскрываются равномерно, хорошо и все в порядке. Лезвие поставим. Опять Polsilver, ребята. Очень интересно испытать его на этом станке, потому что с последнего обзора впечатлился работой этих лезвий. И вот интересно сейчас попробовать не только на средней агрессивности, но и на мягком. Ну, предположительно на мягком. Ставим лезвие, которое уже было на обзоре, имеет одну ходку. Сейчас будем бриться им второй раз. Закрывается равномерно, вылет лезвия. Так, покрупнее сейчас сделаю. Ну, с этим все в порядке. Хоть и без особого блеска, увлажняющий крем от компании American Crew прошел в последнем обзоре, но тем не менее, ребята, хочется поставить точку в его понимании. В прошлый раз это было на клинковой бритве, сейчас будем делать на станке. Естественно, сноровки на тэшке у меня больше, поэтому крем будет подсыхать меньше, и посмотрим, как он сработает в этот раз. Несмотря на то, что некоторые из вас, а конкретно Михаил Гынин, раскопали, что это непростой крем, да, он увлажняющий, да, для бритья, но не совсем, он для фигурной подбривки. То есть где-то что-то там у вас слишком убрать, и вот так, чтобы видно было, где что как, вот этот крем и нужен. Но мы же сегодня попробуем побриться полностью этим кремом, посмотреть, как он себя поведет с тэшкой. Но автошейвом сегодня будет жилет Aftershave гель, который попал ко мне тоже от подписчика, это наш Амич. И вот последний раз, когда разговаривали с Алексеем, он говорит: слушай, что-то мне, говорит, вообще никак.
Он говорит, хочешь, возьми, и пацанам покажешь на обзоре. Я говорю, ну давай. Вот так вот эта вот свистюлинка мне и попала. Что из себя представляет? Фирма известная. Шороху последние десятилетия она делала изрядно. Общий объем 75 мл. Пластиковая полностью. Крышечка здесь вот с таким вот фиксатором. Открываете, дырдочка. Судя по тому, что здесь остатки геля высохли, ну, химия-то, конечно, еще та. Ну, нам ли к этому привыкать? Что у нас сегодня не химическое? Интересно, а так смогу открыть? Да, и так смогу открыть. По запаху приятный. Мне вот всегда вот такие запахи нравились. Это прям душевный. Душевный, вот таким вот хочется и мазаться, не мазаться. Это не чистый какой-то бритвенный запах, это не чистый мытьевой, это что-то между хорошим освежителем и хорошим мылом, что-то такое восторженно светлое. И вот, ну да, мне нравились все такие запахи. Как же он будет работать сегодня, узнаем скоро. Вот и все, пошли бриться. Даже несмотря, что будем пользоваться таким волшебным кремом, немножко распарки-то не помешает. Из предыдущего бритья я понял, что крем любит влагу. Достаточно много, наносить его смысла нет никакого, потому что если вдруг получается так, что у вас там где-то что-то подзасохло, не надо бежать за кремом, надо бежать за водой. Просто добавить воды. Где-то я это уже слышал. Просто добавь воды. Дежавю. И все заживет, просто можно будет бриться дальше и все. Опять же, благодаря специфике самого крема, не надо его долго на лице держать. По идее, он работать начинает уже так. Вот сейчас это и проверим. Интересно, девки пляшут. Прям. Во влажных руках станок слегка подскальзывает. Не критично, но все же это чувствуется. Ну вот, вот вам весь крем до копейки. То есть, если вы знаете, что вам делать, если у вас нет ступора и моторика нарушена, вы просто реально не представляете, где, куда, как, что лезвие поставить, то есть для новичков, вы новичок в чем-то, то этот крем вам явно не помощник. А если у вас в руках инструмент, которым вы пользуетесь уже не первый раз, у вас вопросов в принципе нет, как, что, куда, почем вести, и вы сразу начинаете бриться, вы тем самым не давая крему высохнуть, то посмотрите, что вжик, и все. Угу. Ну, это я чувствовал. Перпендикулярно слишком поставила, я прям слышал, как она в этом моменте стучала. То есть сам это сделал. То есть скорости уже расслабился и так, ну вот. То есть это вообще не проблема. Так, попробую еще раз намочить. Поскольжение, да, есть, но не такое, чтобы я пошел второй раз. Все-таки крема бы я нанес. То есть вот тех полутора, сколько там сантиметров было, ну сантиметр, на один раз побриться, на второй я бы уже не стал идти.
Так, ну эксперименты так эксперименты. Сейчас попробую второй проход заменить третьим. Ребят, удивительно. Просто на самом деле интересно идет. В принципе, со станком уже более-менее стало что-то понятно. Ну и правая сторона не подкачала. Она у меня, как правило, самая такая слабенькая. Но вот чуть что сразу тырц и все. Ну и последний проход. Так, сейчас попробую нанести левой рукой, чтобы правую потом не отмывать. Ну, на этот раз уже меньше. Видите, тут остаточного много. То есть тут, ну, сантиметр. Там, где попадает франку, пощипывает. Не пойму, это... Но это навряд ли заживляющее, потому что кровь-то не останавливает. Видите? Или останавливает. Ну, сейчас посмотрим. Ну и третий проход — это поперек. Все же благодаря вашим советам. Сейчас и попробуем. То есть третий будет второй. Ну, в принципе, все. Они пробривы. Здесь, здесь. Чуть-чуть здесь. Ну, если здесь, допустим, это легко и просто убирается, то здесь я чувствую, что вот чтобы это все убрать, это надо шоркать, шоркать, шоркать. Станок мягкий, на самом деле мягкий. Я просто не буду этого делать. Разнесу там еще все. Зачем? Просто уберу в следующий раз только и всего. Ну вот, пожалуй, что и все, хлопцы. Особого преимущества от того, что попутал, поменял второй с третьим проходы. То есть вначале первый, потом третий, потом второй. Ну, пока что-то я не увидел какой-то особой пользы. Но потом в будущем, возможно, это нужно сделать несколько раз. Ну, пока вот как я обычно делал, для меня вот с этим ростом, с этим направлением, ну, это гораздо более приемлемый вариант. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, а теперь автошейв. Уфалла, как говорят во Франции.
Сейчас вот сидел на компрессе, а в голове крутилась одна мысль. Зачем это надо? Кому это нужно? Зачем это надо? Кому это нужно? И все это по поводу влажного крема от Скрю. Ну, понятно зачем. Ну, там стилисты, кто-то, но экзорцисты навряд ли. Те, кто любит совершенство, перфекционисты, кому нужно, чтобы вот это вот все ровненько было, там тютелька в тютельку, там параллельно, без всяких вот чтобы вот раз и подбрил, да, конечно, этот крем позволит это сделать, потому что вы будете видеть, где вы бреете. Всем остальным, ну вот простым мужикам, которые бреются каждый день, раз в 2 дня, раз в 3 дня, там раз в неделю, ну, я особой необходимости в этом креме-то не вижу. Да, действительно, вот с Тэшкой он сейчас показал, что он, в принципе-то, да, может позволить брить. Но какова необходимость? Ну, только, наверное, в одном единственном случае. Если вам нужно видеть, где вы бреете. В других случаях целесообразность этого крема для меня, ну, просто под вопросом. Потому что, ну, я бы точно не стал им брить, потому что я вот бреюсь, и для того, чтобы понять, где мне проводить станком, мне нужно так пальпацию каждый раз проводить. О, вот тут есть, а вот тут еще. А с пеной все ясно и понятно. Ух, все, дорожка. И ты уже ориентируешься. Здесь ты был, там тебя еще не было. Ага, тут ты был, но что-то осталось, там ты провел. А здесь тебя еще вообще не было. Все ясно, понятно. Ну, как-то указатели все есть. Посылать никуда не надо. Уже дирекшн ясен. Здесь несколько иная картина. Но это не меняет мое отношение к компании American Screw. По-новому, и Скрев, как я это называл все эти 20 с лишним лет. Да, на самом деле я с ней познакомился еще в конце 80-х, в начале 90-х. Как-то мне там повезло один баллончик урвать. Я давнишний почитатель, на самом деле почитатель этой фирмы. Буду разговаривать с опасной бритвой РФ, чтобы побольше этого Скрю выслали, потому что там очень-очень-очень много хороших вещей. И не я один такой фанат. Вы видели, что случилось с моей любимой, когда она меня вот этот вот баллончик увидела на столе. Ой, а что это? А откуда? А кто тебе это? А кто тебе это прислал? А там еще есть? Я говорю, солнышко, ну как бы вот. Закончилось все тем, что я нашел все Скрю, которое есть на опасной бритве РФ, посадил ребенка перед телевизором, перед экраном, и она там сидела, что-то пальцы закипала. Это Остап Ибрагимович, это мне. Чем это закончится, я не знаю. Но я не удивлюсь, если там какие-нибудь штуки женские, все-таки мне придется опасную бритву РФ просить, чтобы они выслали, потому что, ну, вот в лице моей любимой девчонки очень даже обожают и уважают эту фирму. Оказывается, не только для мужиков, но еще и для девчонок там очень много интересных и полезных вещей. Так что вот, ну, это будущее, настоящее автошейв, жилет. Ой, пахнет. Ну, спортивное, незамысловатое, легкомысленное, ветреное в голове, такое, сегодня там, сегодня здесь, сегодня дам, сегодня не дам. Что-то вот такое, знаете, вот просто вот такое, радужно-ветрено-бирюзовое. Ну да, несколько химическое, как вы это можете понять по пробке, потому что там вот эти децилы остаются, они высыхают. Или вот такое вот заскоруслое все. Ну отковыряйте, выкиньте. Ну потому что, ну как, это ж ну, не полезная, а безопасная химия. То есть ничего вам не будет. Но, ну химия, что. Так что хороший. Тут меня больше интересуют уходовые. Но вот сейчас пленка, конечно же, есть, она начинает усиленно сматываться, исчезать. По рукам чувствую, и по лицу тоже, что здесь уходовых должно быть ой-бой сколько, потому что тут прям такой, знаете, дата батона. Посмотрим запах. За запах, ребята, 5. Без дополнительных баллов, без всяких там сносок, за это, минус нет, вот просто 5. Это тот запах, который я давно уже знаю, который мне всегда нравился, который я всегда любил, несмотря вот на это вот ненавистное имя, долгие-долгие десятилетия, которому кассетникам я посвятил, но мне все равно нравится этот запах, вот по кайфу. Вот та пленка на руках, что осталась, вот не по кайфу. На лице, ну, уже меньше, но все же есть. А вот то, что на руках, такое ощущение, что, знаете, силиконовые перчатки одел, и я их чувствую. Вот это меня пока не радует. Там дальше посмотрим.
Кирпичик от Мюлле. По идее его сегодня можно было использовать, потому что тут в паре мест забабашил себе, по-гусарски решил сейчас быстренько точки над «и» расставил. Но как-то обошлось все без него, компресс все убрал. Лезвие. Ребята, все больше и больше стал уважать и с пиететом относиться к лезвиям Paul Silver. То есть, да прям интересно. Уже на 3-м станке. То есть, получается, вначале от Tatara Razor станочек у нас был хорошо. Теперь у нас от Rockwell, от Razor Rack. Хорошо. Что дальше будет, я даже не знаю. Посмотрим, будем испытывать. С одним и тем же лезвием вы мне не дадите бегать. Скажешь, Иванов, что-то все одно и то же, давай что-нибудь другое. Хотя бы пару раз попробовал, уже хорошо, пока нравится. Станок. Ребята, отношение к нему положительное. Насколько положительное? Я сейчас пока не могу сказать, потому что одного бритья, на мой взгляд, недостаточно. Пока же этот станок для меня гораздо выше в моих глазах, чем тот же самый Вейши. По бритью. У него агрессивность, да как бы не наравне. Это Физер, по-моему, или кто это у нас? Не наравне с этим станочком. То есть Эрби Золинген. То есть где-то рядышком. Конечно же, здесь элегантности побольше. Знаю, тут что-то джентльменское такое прям. Это видно, порода, кровь, то все. Здесь-то попроще. Здесь по одной только ручке, на которую вы посмотрите, сразу же видны индийские, пакистанские, те напевы. Любят наши друзья с Ближнего Востока и с Индии баловать нас такими орнаментами. От этого никуда не деться. Я не думаю, что этот станок компания Razor Rack разработала, ночами не спала, что-то там думала, что-то там выдумала. Ребята, мы сейчас придумаем станок за 9 баксов специально для вас. Нет, я думаю, все было гораздо проще. Просто пришли соответствующие органы, в смысле предприятия, заказали партию, чтобы людям отдавать по $9. Я думаю, партия была где-то от 5 до 10 тысяч штук, не меньше. И так эти станки появились у них. Где эти станки производят по такой цене, я знаю. Могу ли я там заказать? Были бы деньги, да, конечно. Смысла не вижу никакого совершенно. Я весь из себя такой красивый, притаскиваю что-то подобное в Россию и говорю, ребята, станок. Вы со всего мира станки уже видели, чем тут удивишь-то? Нормальных станков в России никто не производит, а начинать с чего-то такого простенького, может быть, это вариант. Но что-то как-то, ребят, не хочется. На самом деле хочу, чтобы первый был не ржавый. Тем более, сами посудите уже, сколько времени, сколько десятилетий прошло на нашей земле многострадальной. Да, кто-нибудь что-нибудь скажет, какие станки, когда производились. На моей памяти гвоздь в крышку гроба вбили, это идеал в Питере. Там бедный Питер аж раскачивали, у него оставалось на складе последние 2-3 тысячи этих станков. И то, каких станков, на секундочку, тех, которые выпускались в конце 90-х. То есть там уже производство такое, знаете, уже такое. Оборудование ушатанное, контроль качества, скорее всего, был соответствующий. И те станки, которые были на складах, они имели соответствующее качество. То есть каждый второй люди покупали. И каждый приходил, не каждый, а многие приходили, жаловались, что у этого это не то, то не то. То есть уже это было как-то так. А производились когда? Я не помню. А вообще кто-нибудь может сказать, у нас в России когда-нибудь, вообще, хоть кто-нибудь, хоть какой-нибудь завод, хоть раз за всю историю СССР, России, хоть кто-нибудь делал нержавые станки? Если делал, то какие названия, модель, скажите, хоть посмотреть на него, как это раньше было. Потому что пластиковые я знаю, бакелитовые я знаю, медные, бронзовые и прочее я знаю. А нержавейка, это у нас что такое? Я не знаю. Если есть, скажите. Поэтому еще одна причина не размениваться на все это. Этому станку по соотношению цена-качество я могу поставить 10 из 10. Потому что за 9 баксов, сейчас он 8 баксов, ребята, да он отыгрывает каждый бакс.
За 9 баксов, за 8 баксов, как он сейчас по скидке. Да его можно просто взять, ну, это просто попробовать. Что такое 8 баксов? Это вообще ни о чем. 600 рублей? Да я вас умоляю. Это что, те деньги, за которые вот думать отдавать за приличный станок? Да вовсе нет. Вовсе нет. А если разбирать его со стороны, скажем так, уже с претензией, что вот типа там ты серьезный инструмент, ты должен стремиться, дарам-дарам. Не, ну тогда, конечно, там кое-что может такое набежать. Ну, во-первых, вот эта попугайная ручка с таким орнаментом. И, понятно, дело имховое, кому-то в кайф, кому-то не нравится, то все. Ну, ребята, ну, все-таки, ну, перловские напевы, вот это вот все, вот оно идет. Согласен, есть категория людей, которым такие узоры нравятся. Но, скажем так, у выдержанных, у стильных, у стабильных, таких уверенных в себе, качественных изделий, как много вы можете назвать вот такие узоры? Ну, нет, причина проста, они не сопрягаются. Ну, то есть, ну, это все-таки какой-то вызов, какая-то попугайность такая. Ну, а у тех изделий там не надо ничего такого, там уже все нормально, там все хорошо. Что еще можно добавить? Шторки чуть-чуть подхалыкиваются, но не буду грех на душу брать. Нет, нормально. Они открываются вместе, идут в синхроне, никакого рассинхрона нет. Нет такого, что одна уже упала, а вторая, сейчас погоди, я так, ой, все, догнала. Нет, они делают все одинаково, все у них ровненько, все хорошо. И в самой конечной точке аккуратненько так, тырц, да все нормально, все хорошо. Ну вот это вот, пожалуй, что вот попугайность легкая такая, наверное, все-таки можно вот только это сказать. То, что это сплав, ну это понятно. Но с другой стороны, 72 грамма тянет, это ну, золотая середина для многих станков, 70 грамм. Ну это, ну да, золотая середина. Так что по этой части он из канвы никак не выбивается. А то, что он мягкий, да, он мягкий, но он агрессивнее, чем вейши. Угу, да. Очень интересное, очень элегантное в бритье изделие. То, что я себе тут пару автографов поставил, ну это от скорости. От скорости. Со мной это случается, не обращайте внимания. На самом деле, в качестве первого станка, да, конечно. Кого-то интересного, в смысле уже такого прошаренного юзера, вряд ли он заинтересует, он слишком прост для этого. Но вот для новичка, чтобы на мягком бритье он сильно себе тут ничего не разнес, хотя, сами понимаете, дайте специалисту в руки, он и стеклянный, и сплав поломает, так что тут от умения все зависит. Я умею, у меня все в порядке, ну вот и новички будут учиться. Андрюх, огромное тебе спасибо за то, что дал погонять эту красоту. Ну, все, пленки нет, и на руках нет. Сохнет долго, но уходит совсем. Запах, тот первичный гламур, который в брызги из глаз выбивал, он чуть-чуть подугас. Но, тем не менее, он все равно ощущается. Он сказал, скажем так, он стал менее пылким. Вот этот задор юношеский прошел, и сейчас какую-то такую, знаете, вот стабильность стал превращаться. Ну, жилет всегда славился такими запахами, поэтому что тут говорить. На этом разрешите, наверное, с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну а если Бог даст и все будет хорошо и получится все так, как планирую, то очень совсем скоро я смогу побаловать вас все-таки зрелищем дамасской стали. Ха! Там уже не балуй, там уже не отмажешься, что поторопился, там уже сжал и так. Кукарача, потихоньку, помаленьку. Но это пока далекое будущее. Еще не получил. Жду. Так что как оно будет, посмотрим. Ну все. Пока-пока. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. До следующей встречи.